парке города Вестхёвен Марко Дэвис увидел, как к его сыну подъехал грязный мальчишка. У того были перепачканные глиной руки и порванная одежда. Любой родитель бы вмешался, но Марко замер. 9-летний Лео, сидящий в инвалидной коляске, впервые за долгое время искренне улыбался. «Привет», — сказал мальчишка, присев перед Лео. «Я Реми. Я вижу тебя здесь каждый день». Лео повернул голову, его несфокусированные глаза ничего не видели с рождения. «Мой папа приводит меня сюда», — тихо ответил он. «Воздух помогает, но я никогда не видел ни неба, ни людей. Мой дед лечил людей особой глиной», — серьезно сказал Реми. «Из реки за городом. Она помогает. Я могу попробовать и тебе». Марко сжал кулаки. Очередные пустые надежды, но Лео слушал, затаив дыхание, и его лицо светилось тем, чего отец давно не видел — надеждой. «Ты правда думаешь, это может сработать?» — спросил мальчик. «Я не обещаю чудес», — ответил Реми, — «но попробовать мы можем». Он осторожно положил влажную прохладную глину на веки Лео, почти благоговейно. Тот улыбнулся еще шире. «Приятно совсем не жжет». Марко почувствовал, как внутри оборвалось. Он не слышал от сына таких слов уже годы. «Я приду завтра», — сказал Реми. «Нужно делать это месяц». Когда он убежал к другим детям, Марко подошел к Лео. «Ты все слышал?» — спросил мальчик взволнованно. «Ты разрешишь ему прийти?» Марко посмотрел на свои руки. Руки, которые строили небоскребы, но не могли починить жизнь собственного ребенка. «Разрешу», — сказал он, едва веря, что это говорит. Ночью Марко не спал. Его жена, Эля, давно принимала снотворное, диагноз Лео сломал ее. Врожденная слепота, паралич ног, прогнозы без шансов. Когда среди ночи у Лео поднялась температура, Эля обвиняла глину. Приехавший врач успокоил. Обычная вирусная инфекция. «Но глина не лечит слепоту», — сказал доктор. «Вы это знаете». Марко только кивнул. Он понимал, но вспомнил улыбку сына, такую живую, будто мальчик впервые увидел мир. Позже он нашел Элен на кухне. Она плакала. «Я не могу больше», — сказала она. «Не могу снова надеяться. Ты не видишь, как он спрашивает, какого цвета небо, как слушает шаги других детей. Ты не с ним». Эти слова ударили больнее любого укора. Марко действительно прятался в работе, чтобы не сталкиваться со своей виной. «Завтра мы снова пойдем в парк», — тихо сказал он. Элли горько усмехнулась, чтобы он мазал ему глаза своей волшебной глиной. «Марко, это не поможет. И что ты скажешь Лео, когда через месяц он все еще будет слепым?» Марко посмотрел в окно, туда, где далекие огни города мерцали в темноте. «Я скажу правду», — произнес он, — «что мы хотя бы попытались, и что его улыбка стоила этого риска». Элли молчала, и Марко понял, возможно, он действительно ошибается. Но впервые за много лет он видел в сыне жизнь, и ради этой единственной искренней улыбки он был готов рискнуть, даже если надежда окажется хрупкой.